у нас новый день и новые приключения. Сейчас пойдем вот сюда вот, в Триумфальную арку. Тут какая-то стройка идет, ну, реконструкция. Но наверху вроде люди ходят, и мы собираемся наверх самый. Вот так вот сейчас выглядит Триумфальная арка. К сожалению, нельзя погулять там. Я думала, мы сейчас будем пешком подниматься. Оказывается, для детей и инвалидов здесь есть вот такой лифт. Один из этажей. Здесь вот такая всякая история, информация. На лифте поднялись, дальше мы пешком пойдем. C'est les ventes de 50 €, ça aurait été. Ici, c'est 50 €. Так, вот такие ограждения. Вот она, Эйфелевая башня. Спуск с Триумфальной арки вот так вот выглядит. Следующий наш музей восточных искусств. А это саркофаг, представляете? Вот такой вот я вижу впервые. Ну, либо не обращала внимания раньше. С какими-то отверстиями в ножках и вот в днище. Итак, этот музей азиатской культуры или Азиатское искусство. азиатского искусства. Ну, так. Лора, мифическое. Ну и вообще можно его в принципе пропустить. Вот здесь вот около Эйфелевой башни вот такие вот автомобили. Не знаю, для чего они стоят и бесплатно ли фототься на их фоне. Да, вон все А, фотосы. вон спорткары я вижу какие-то сзади. Стоят. Полицейская машина. Американская полиция. Мы стоим в очередь на вход к Эйфелевой башне. Мы еще не купили билеты, сейчас только хотим пойти там разузнать что-то как. Очередь такая очень быстро идет, буквально там 3 минуты, может, стояли. Это просто пункт проверки ваших вещей. Быстро посмотрели наши сумочки, и мы прошли уже вот здесь вот. Вот она, Эйфелевая башня. Кстати, вот Арман фотографируется, хочет классные фоточки. О, смотрите, какая классная. Кстати, у нас сломался стабилизатор А, так точно. прямо в начале нашей поездки, и теперь качество видео будет более Любительским. Да. Ну, Селяви. вот тут вот у подножия уточки. Да, посмотрите, какой кайф. Здесь можно сидеть, наслаждаться, кушать. А вон там очередь на Ticket Office. Да. Это первое место, где мы увидели очередь. Заплатили 19,9 за каждого. До 2-го этажа пешком, а дальше на самый верх на лифте. Так точно. Да. На самый верх можно подняться полностью на лифте. Разница там 6-7 евро. Но мы что-то решили, я не знаю, какой-то челлендж. И вот так вот, когда поднимаешься, смотришь по сторонам. Ну, мы так думали. А сейчас иду, и, блин, все болит. Я сейчас далеко не в спортивной форме. Так что нужно подумать. Еще вот так вот несу коляску. Потому что по безопасности коляску внизу оставлять нельзя. Все сумки с собой. Зато сейчас я это сделаю. И буду о себе хорошего мнения. Мы это сделали, мы поднялись. Было нелегко. Да. Не то, что 9 лет назад. Так, вот такой вот шикарный вид. Вот так вот. Она не понимает, как смотреть еще. Закат с Эйфелевой башни. Поднимаемся на самую вершину. В лифте. Вот так вот. Сверху
А вот так вот снизу. Уши закладывает, руки потеют, мы нервничаем. Так, на самой вершине нереальная толпучка. И вообще хорошо, что мы сюда пришли не днем, иначе мы здесь зажарились бы еще. И вот так вот выглядит сверху. Вот так вот выглядит по сторонам. Очень много людей. Все хотят фотографировать. А это такой предтоп-этаж. Предбанник. Предбанник, да. Здесь все такое закрытое через стекла. Здесь людей поменьше, но здесь менее интересно. Немножко темнеет, огни зажглись. Вот так вот стало еще красивее. Луну сейчас тоже запечатлим. Мы спустились опять на первый этаж, уже темно. Очень классные виды. Здесь можно сидеть и наслаждаться видами. И тут вот так вот красиво сейчас. Подведем итоги нашего подъема на Эйфелевую башню. Особенно нам понравился первый и второй этаж. Самая верхушка там слишком людная. Очень тесно. Ну и как-то не насладишься полностью. Руми все понравилось, она туда-сюда хотела бегать, играться. Сейчас спустились у подножия Эйфелевой башни, поменяли ей подгузник. И сейчас пойдем уже скоро в сторону нашего отеля. Ну, держись. Приехали на Монмарт, и здесь вот такая вот стена, где на 250 языках написано «Я тебя люблю». Тут такой парчок небольшой, и есть маленькая такая площадка для деток. Ку-ку. Кстати, мы нашли по-польски. Я тебя люблю. Кохам че. А я нашел на казахском. Где? Мен сены сюеман. Да. В 3 строчки. Вот такие вот здесь на Монмарте улочки. Очень уютные. Сейчас пойдем в Сакрэ-Кёр. С ребенком коляска — это самое классное место для прогулки. Сейчас вот нам как раз таки наверх. Тут везде магазинчики маленькие. Вот эту вот лестницу мы сейчас преодолели. Кажется, не такая большая, но, поверьте, нормально. Та-дам! Сакрэ-Кёр! Но мне больше нравится не сколько это здание, а сколько вот такой вот вид сверху. Здесь служба идет сейчас. Hello. Так, вот самое старое кабаре проехали. В 16 веке было построено. Да, в общем, у нас тут такой тур по району рассказывают. Про Монмартр. Quartier est célèbre pour la vente de ses charmes. Vous pouvez en effet voir de part et d'autre du train de nombreux sex shops et autres théâtres érotiques. We are on Clichy Boulevard in Pigalle area. This is the Red District of Paris. You can see on the side of the train many sex shops and erotic theaters. Pour voir le plus célèbre cabaret de French Cancan au monde, le Moulin Rouge. On the right of the train, you now can see the most famous cabaret of French Cancan in the world, the Moulin Rouge. Ce fut le cabaret favori. Руми уже устала от чух-чуха и легла. Ну
все, мы спустились, уходим с Сакрэ-Кёра, а это самая старая карусель Парижа. Зашли в Монвафл, охладиться. Руми кушает пиццу, да? Покажи пиццу. Да. Банановый милкшейк и смузи. Вот он, этот красавец, музей Помпиду. Насколько я помню, это музей современного искусства. Здесь даже гардеробная вот такая вот супер необычная и современная. Что напоминает вам эта картина? Попка в речку хочет сесть, в говноречку. А вам что? Ну, то же самое. Это не в говноречку, а уже. А, уже наговноречил, да? А это лицо. Да, правильно, дочь. Вот этот с местной свалкой. А, Красиво. да. Мусор. Ну, этот музей классный. Не знаю, просто супер классный. Почему? А что вы тут делаете? Да, машинка. Одевай. Где? Миссис Коала. Do you have the necessary qualifications? Нотр-Дам. Его сейчас ремонтируют. И все равно людей много собралось вокруг, все фотографируются. Мы подошли к пантеону. Мы сейчас находимся в усыпальнице. Да, известных французских людей в пантеоне. И тут там Гюго видели, Вольтер. Вольтер, Передная прям. Жан-Жак Руссо, да? Жан-Жак Руссо, да. И полячку Мари Кюри. И она открыла радиоактивный элемент полоний. Да, И в честь Польши назвала его. мы в Версале. Тут такие комнаты со всякими портретами, историей. Мы сейчас пойдем в покои и всякие залы приемные. Там интереснее. А это известный зеркальный зал. Здесь, наверное, балы проходили. А вот она и само королевское ложе. Здесь очень много людей вообще в Версале, очереди. На входе были очереди и на покупку билетов. Сейчас мы пойдем в спальню, в покое королевы. Вот такой вот салон войны. Посвящен он конкретной войне, после которой король Франции стал королем почти всей Европы. Мы не пошли в сады, потому что осталось 45 минут до закрытия. Ну и вот эта большая тучка с молниями что-то нас устрашила. Да, еще сады теперь платные отдельно. Да. 11 евро. Кстати, Арман говорит, что ему не особо понравился Версальский Ну да. дворец. Еще одинаковых комнат. Ничего особенного, если честно. Сегодня воскресенье, наш последний день в Париже. Да. И вот так вот пасмурно. Пришли завтракать, но у нас это выглядит как обед. Вот такое блюдо. Забыла, как называется. И у дочери опять рис. Мы в индийском кафе. Такое уютное, с хорошей оценкой. Во французских кафешках часто грязненько. А тут чисто прям. Это просто кайф. Вот так вот сидеть, на улице дождик, такая прохлада. Но мы сидим внутри вот так вот. Вот прям вот я получаю сейчас наслаждение от процесса. Вот, это латинский квартал. И вот мы вот здесь вот сейчас кушали. Очень-очень вкусно.
И дождик прекратился. Так, гуляли мы, гуляли, смотрим, здесь такая длинная очередь. Это сейчас уже половина рассосалась. И Арман прочитал в отзывах, что здесь очень крутые круассаны. И вообще местные здесь закупаются. Да, и мы хотим быть почти как местные. Сейчас возьмем здесь чего-нибудь. Все очень аппетитно смотрится, прямо отливает золотым цветом. Один круассан с шоколадом стоит 1,20 евро. Но я еще взяла вот такую булочку с сахаром. Вот это круассан с шоколадом. На, посмотри, Руми, посмотри. Супер. Руми пригласила папу на танцы. Сама вытянула, взяла. Вот такой вот внутри садик. Очень красивый. Так, здесь еще и музыка вообще. Вот прощаемся с Петит Паласом. Вот этот Петит Палас, в котором мы были, и в который вход совершенно бесплатный, и там классно. Понравился вот этот вот концертик, который мы застали совершенно случайно. Сейчас пойдем туда. Итак, сейчас будет посадка на наш круиз. Прощание с Парижем. Смотри, водичка. Видишь водичку? Здесь ресторанчики. Ты всем машешь, да? Привет, да? Ну и вот, прощай, Париж, прощай. Мы сегодня уезжаем в Италию, Да, в Пизу. да, Там увидимся. да.